интересовались конструкцией рубашечного воротника, наверняка встречали два варианта стойки и недоумевали, почему их два и какое у каждой из них предназначение. По какой-то причине никто этого не объясняет. И чтобы это выяснить, мне пришлось перерыть интернет и кучу литературы. Но поиски в итоге увенчались успехом. Сегодня я вам расскажу, в чем все-таки особенность каждой из этих конструкций. Это канал «Шьем с умом». С вами Александра. Давайте разбираться. Вот наши два варианта стойки. В первом варианте, как видите, у нас стойка по центру прогибается вниз, во втором немного выгнута наверх. Дальше я буду их называть первая и вторая стойка. Сразу начну с мифа о том, что первая стойка женская, а вторая мужская. Друзья, это не так. Если посмотреть книги по шитью и истории мужского кроя, то можно увидеть, что оба варианта стойки в мужской одежде присутствовали всегда. Ссылки на книги я оставлю в описании. Но можно далеко и не ходить, а посмотреть на современные покупные рубашки. Я взяла навскидку 4 мужские рубашки от разных производителей, и только у одной из них оказалась стойка второго типа. То есть версия про женскую стойку отпадает. Неверно также и то, что второй вариант стойки встречается только на мужских изделиях. В некоторых случаях вам придется сделать такую стойку на каком угодно изделии, и к этому мы еще вернемся. Короче говоря, половая принадлежность вообще ни при чем, дело в самой конструкции, давайте разбираться с ней. На самом деле у нас не 2, а 3 варианта конструкции стойки. И третий вариант – это стойка, цельнокроенная с отлетом. Это важный момент в понимании нашего вопроса, поэтому для начала разберем его. Мы видим, что здесь есть выгибание конструкции по центру вверх, характерное для второго типа стойки. Особенностью цельнокроенного варианта является то, что стойка здесь может быть только такой, то есть второго типа. Почему мы здесь не можем применить первый вариант стойки? По той причине, что воротник у нас отложной. То есть на современных рубашках мы отлет не оставляем поднятым вверх, но отворачиваем его вниз. И для нас тогда очень важно, чтобы длина края отлета была больше длины края стойки. Иначе край отлета не сможет выложиться снаружи вокруг стойки и стянет воротник. Если для цельнокроенной конструкции мы используем стойку первого типа, то край отлета у нас выйдет короче края стойки, и поделать с этим ничего будет нельзя. Сильнее выгнуть край отлета мы здесь не можем, так как это уменьшит ширину отлета. Поэтому единственный способ удлинить край отлета в цельнокроенном воротнике – это выгибание по центру вверх всей конструкции, то есть использование стойки второго типа. Интересно, что 100 лет назад воротники носились не отвернутыми. Они были жестко накрахмалены, чаще всего цельнокроены и в высоту достигали 9 и более сантиметров. В таких случаях, как вы понимаете, любой вариант стойки подойдет. Первый вариант будет даже более предпочтительным по причине, которую мы обсудим далее. Итак, мы разобрались, в каком случае применение стойки второго типа неизбежно. Но давайте ответим на главный наш вопрос. В чем все-таки отличие двух этих конструкций? Отличий несколько, но главное из них видно невооруженным глазом и касается посадки стойки и воротника в целом. Давайте рассмотрим следующий принцип. Если на чертеже мы стойку по центру прогибаем вниз, то на фигуре тем самым мы верхний край стойки наклоняем к шее. И чем сильнее прогиб, тем, соответственно, сильнее наклон и прилегание. Я уже касалась этой темы в видео про построение воротника, ссылку я оставлю в описании. Точно так же действует и обратный принцип. Если мы на чертеже стойку по центру прогибаем вверх, то на фигуре тем самым мы верхний край стойки отклоняем от шеи. И чем сильнее этот прогиб, тем больше отставание от шеи. Как вы заметили, второй вариант стойки имеет как раз такое отстающее от шеи прогибание. Но не по всей длине, а только в центральной части, которая приходится на область затылка. Это значит, что отставание воротника в области затылка всегда будет непременным атрибутом стойки второго типа. Причем это отставание будет сохраняться даже тогда, когда в передней части стойка будет плотно прилегать к шее. Это и есть главная отличительная особенность второго варианта стойки. Если же вам нужно хорошее прилегание воротника к шее, то его обеспечит только первый вариант стойки. Это является его главной особенностью и преимуществом. Первая стойка, как вы помните, не может быть цельнокроенной с отлетом, поэтому в рубашечном воротнике она всегда будет только отрезной. Конструкция с отрезной стойкой также дает нам ряд возможностей. Она позволяет увеличить длину края отлета не за счет выгибания по центру вверх всей конструкции, как нам приходилось делать в цельнокроенном варианте, а за счет выгибания только по линии притачивания отлета. То есть прилегание стойки и отставание края отлета уже не зависят друг от друга, и мы можем их регулировать отдельно. Более подробно, как это делать, я показываю в видео про построение воротника рубашки. Здесь нужно заметить, что конструкция с отрезной стойкой совершенно нам не запрещает использовать и стойку второго типа. Мы можем прогиб по центру стойки распределить между стойкой и отлетом и сделать отставание воротника от затылка не таким сильным, как в цельнокроенном варианте. Какую конструкцию выбрать для конкретной рубашки – вопрос модели и предпочтений.
У нас нет догмата о том, чтобы все воротники обязательно приставали к шее. Мюллер и сын, например, все свои рубашечные воротники делают по второму типу, и это их право. Вы можете делать так, как вам нравится. Конструкции, которые мы сегодня с вами разбирали, имеют еще ряд отличий, но они уже не такие существенные и не так критичны для посадки, поэтому я уже не буду на них останавливаться. Пишите свои замечания, задавайте вопросы и не забывайте подписываться на канал. С вами была Александра на канале Шьем с умом. Пока-пока!